GTA 4 поистине шедевральная игра от Rockstar. И это не только потому, что по мнению Метакритика это одна из лучших игр всех времен и народов. Несмотря на то, что многие могут счесть GTA 4 как даунгрейд по сравнению с их предыдущей игрой San Andreas, убрали огромную тонну механик, набор веса, качалка, изучение приемов, количество оружия в 2 раза меньше стало, да и карта в несколько раз преуменьшилась. Но тут стоит сказать, что GTA San Andreas был прорывным для консолей того поколения, которого многие из вас даже не застали, я говорю о PlayStation 2. Как они все это запихнули в одну игру с ограниченными возможностями консоли, до сих пор остается загадкой. Это магия, по-другому и не скажешь. В GTA 4 пошли дальше, доработав до совершенства механику. Оружие уже ощущается как что-то тяжелое, то, что мы называем предметом и с которым можем взаимодействовать. Ай, больно в ноге! Ощущается каждый удар, а человеческая тушка – это отдельный материальный предмет. Нихуя себе, блядь. Система звездочек или полицейские погони крайне сильно изменились и перекочевали в будущие их проекты. Уже просто так заехать в переулок и сбросить звездочки не получится. Нам нужно покинуть зону поиска и ни в коем случае не попасться патрульной машине, иначе она перезагрузится и придется по новой, Миша. Полиция, как и в других частях GTA, будет гоняться не только за вами, но и за другими нарушителями. Rasta, it's me. I live from Middleton. Can you pick me up? Okay, no problem. I'll be there in an hour. We check the money. Move along, there's nothing to see here. Как пример, мне всегда нравилось подставлять людей, агрить их на себя и бежать к полиции. Дальше дело за малым. You're going downtown. I need backup. Everything is under control. I've been hit. Это единственная игра, которая меня приучила смотреть по сторонам во время того, как переходишь дорогу. Меня машина убила! Тут же скажу за интересную механику сирены на коповской машине. Звук сирены меняется в зависимости от повреждения сирены. Уже на монтаже я обратил внимание на проработку поломки простого столба со знаками. Механика машин — это, наверное, что-то совсем фантастическое. Далеко не все симуляторы гонок могли похвастаться настолько реалистичным движением. Тяжестью машины, тяги, привода, искры, тормозной путь в несколько десятков метров, кровавый след. В более новых моделях машин установлен даже GPS-навигатор. Calculating route. In 400 yards, turn left, then immediately right. Просто безумная проработка вмятин, царапин. Дошло вплоть до того, что в следующей части GTA Rockstar решили сами себя даунгрейднуть. И несмотря на то, что машины стали медленней, будто бабушки с лавочки решили посоревноваться, кто быстрее за хлебом, от этого гонки не стали казуальней, напротив. Теперь необходимо обладать огромным мастерством, чтобы финишировать первым. Иначе задница будет гореть. Да ехай ты уже, твоя! А история Нико Белика очень близка к нашей постсоветской, особенно 90-е. Когда, выбравшись из оков, человек покидает родные края ради американской мечты, закаленный нашим менталитетом, презирая новые ценности Америки, попадает не по своей воле в преступные организации, где Ника будет на протяжении всей истории наказывать чушпанов. Причем в таком стиле, знаете, 90-х.
You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. Большие города. Пустые поезда. Ни берега, ни дна. Все начинать сначала. Welcome to America. Холодная война. И время как вода. Он не сошел с ума. Ты ничего не знала. Полковнику никто Never hurt anyone. Nobody fucks with my family. Последние пару лет игровой индустрии лишь подтвердили тот факт, что GTA 4 сделана с душой и на века, только подумав о дате – апрель 2008 года, на пике популярности вышедшие в конце 2007-го Mass Effect, Assassin's Creed, Call of Duty 4 Modern Warfare, и после затишья в 4 года на сцену возвращаются Rockstar со своим новым проектом Grand Theft Auto 4. Собравшая в себя все лучшее из серии Макса Пейна, Manhunt, даже что-то от Були и, конечно, предыдущие части GTA. Наконец показывает, кто тут настоящие звезды игровой индустрии. Окунемся в сентябрь 2023 года. Выходит долгожданный 25-летний Starfield. Итог вы сами прекрасно знаете. Бесконечные загрузки в маленьких коридорчиках. Сюжет написан на коленке заядлой фэмки по всем традициям нашего времени западного мира. Не дай бог кого-то обидеть. Есть добро, есть зло. И не нужно копошиться в их историях, пытаться понять мотив. Не думай об этом, просто хавай. Мы ведь беседка, мы почти что Marvel. Сделаем мультивселенную с открытым финалом. Благодаря такому исходу сможем хотя бы отбиться от фанатов по поводу сюжетной кампании. Сколько после GTA 4 выходило клонов, убийц, и никто даже близко не смог приблизиться к настолько живому миру, как у Rockstar, будто бы они заранее продумали все варианты событий, с которыми игрок столкнется. Или сказать проще, Rockstar просто играли свою же игру и наслаждались ей. Такое чувство, что в их играх все на своих местах. Юмор, который затрагивает проблемы того времени. Это политики, геи, жиробасы, мигранты и качки на стероидах. Отдельная история, как Ника пытается подружиться с новыми технологиями того времени. Компьютер, электронная почта, сайты знакомств, на котором обитают очень колоритные персонажи. Можем купить новый рингтон или тему. И пока у Нико старая мобила, не все темы можно скачать, потому что он не поддерживает их. По радио звучат рекламные лозунги, где дочурка довольна своей маленькой сучкой. Little bitches are dolls that dress slutty, act brainless, and care only about clothes, gossip, and materialistic things. It's a lesson for life. Girls want dolls that make them feel hot, right, Madison? Right, Dad? God, you've got an ass on you. Is that a new little bitches doll you've got? She's a little tart. She comes with an STD and she dresses like a hooker. They only care about looks, money, and fashion. Hey, I'll fit right in. I love being a little bitch. Little bitches. Collect the complete set. И в этот беспощадный мир запихивают нашего главного героя, Нико Беллика. Обычный мигрант, который в свое время служил и прошел войну. Из-за неприятностей, которые у Нико возникли, ему пришлось бежать. И лучший вариант — это его брат Роман, который все это время в письмах твердил о том, что у него есть свой бизнес, бабки, тёлки и так далее. По приезду оказывается, что Роман слегка, в кавычках, все приукрасил. Бизнес есть, но в службе такси. Да и то, он еще и торчит бабосы русской мафии. Тёлки тоже есть, но одна, и это его девушка, которая, кстати, на стороне подкатывает тот же босс русской мафии. Да и городок сам по себе далеко не парадайз. Вокруг куча мигрантов, разносортных банд, продажа наркотиков на каждом шагу, торчки, позеры. Особенно позеры. В GTA 4 этому посвящена добротная часть сюжета. Rockstar вообще обожают тему с позерством, судя по их предыдущим играм и новым. Для прессы мы супергерои, а за кадром никаких ценностей, only hype.
И нам, как игроку, дают в руки судьбу Нико. Причем в прямом смысле. Будут миссии, в которых придется делать неоднозначный выбор. Остаться самим собой или пойти на поводу у остальных и стать тем самым человеком, которого Нико с самого начала презирал. При этом, даже став своей противоположностью, все равно находится объяснение всему происходящему. В один из дней нам позвонит Роман. Скажет, что у него траблы на спортплощадке. Нико, подъезжай. И если этого не сделать, а допустим поехать к Мишель, как это сделал я, да-да, променял член на вагину, можете закидать меня камнями. Шучу, я никого не кидал и не пытался променять. Просто Мишель была ближе, поэтому пришлось поступить не по-пацански. Так вот, в следующий раз Роман будет звонить уже с больницы. Нужно приехать и забрать его. А что вы скажете на то, как и в Manhunt можно подбирать некоторые предметы с пола и кидать ими, допустим, кирпич? Rockstar добавили в GTA 4 что-то типа Date Sim, где с помощью телефона мы можем звонить нашим киндярикам, приглашать их куда-нибудь провести время или звать на свидание барышень. Эта механика тоже перекочевала в следующую часть GTA. Oh, Nico, I really like you. Oh, please, more. Tell me more. You're great, Nico Bellic. Мишель, любовная линия Нико, будет подмечать новую одежду или тачку. There's a nice car, is it new? You're wearing that. Good. You look good. А хотите еще больше? Если вы были до этого в кепке, но потом вдруг ее сняли, она это тоже подметит. Where's the hat? It really suited you. Что я для себя открыл новое в плане геймплея? GTA 4 прошел я один раз, ну уже второй можно считать. Занимательный факт обо мне. Это единственная игра из серии GTA, которую я прошел меньше чем 4 раза. Нужно будет это исправить. Так вот, можно брать миссии, сев в коповскую тачку. Есть особо опасные преступники и какие-то текущие правонарушения. По поводу правонарушений я знал, но вот с преступниками ни разу не боролся. Преступников один раз ликвидируем, и они будут числиться в базе как погибшие. Таких мелких деталей в игре очень много. С первого прохождения можно многое пропустить и не словить то, что нам хотели донести Rockstar. Ну и как тут без подъеба Тодда Говарда, а именно Старфилда. 2009 год слева, 2023 справа. Спасибо, я забыл ваше имя. GTA 4 это как блокбастер тех времен, но с отменным юмором, в котором не боятся кого-то обидеть, задеть за живое. В наше время очень тяжело такое представить, ведь каждый второй с Reddit или Твиттера маменькин сыночек, который боится или не хочет выглядывать из-под маминой юбки. Вернулся с встречи, но, к сожалению, никто не пришел. И думает, что в этом мире все настолько прекрасно, прям как через призму розовых очков. Когда увидишь своими руками, как говорят, глазами потрогаешь. Что я хочу подытожить. Сейчас я для себя взял марафон по прохождению игр от Rockstar. Я ведь, знаешь ли, являюсь их огромным фанатом, вырос на их играх. Каждую игру прошел по 4 раза минимум. Играл на плойке 2, на Xbox 360. В общем, каждую их новую игру жду с нетерпением, как еще одно чудо света. И тут не дать не взять выходит трейлер GTA 6. Если сказать, что я кайфанул, это будет неправда. Я пересмотрел трейлер десятки раз в день его выхода. При первом просмотре пробежали мурашки по всему телу. Зуб даю, не вру, это было впервые при просмотре трейлера, тем более игрового. Возможно, сыграло ожидание такого долгожданного события, либо воспоминания детской беззаботности. Типа проснулся, в школу с утра не пошел, сел за плойку 2 и в Сан-Андреас. Кайф, конечно. Тем не менее, как истинный фанат, прошу заметить, не фанатик игр от Rockstar. Да, тот самый Кен, который до сих пор ждет Bully 2, воскрешение Манханта и продолжение Макса Пейна. Это вам не колда и даже не беседка, хоть я и люблю Oblivion со Skyrim, а также Fallout 3 с Нью-Вегасом. Все равно отдаю себе отчет о том, что их основной сюжет проходной. Искусственный интеллект в NPC в зачаточном состоянии. Нет рандомных событий и куча всего такого, что дарит нам Rockstar. И я мог бы сказать, ну, на вкус и цвет, кому-то нравится даже свои яйца нюхать. Но нет, это факт и тут не поспоришь. Открытый мир всегда за Rockstar, а не лидеры в этом направлении. Особенно к проработке мелких деталей. Вы просто посмотрите на RDR 2. Просто невероятно. Скорее всего, сделаю по ней ролик. Единственные, кто максимально близко приблизились, это спящие собаки. Да, недооцененный проект. Погубили его собаки этакие. В общем, к чему это я все? Ах, хуй знает, увидимся. Что плохого, что я поддерживал? Скажите. Что вы поддерживали?
что я поддерживал этих страусов. Что плохого в этом?